Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком, интересным узором. Узор раппорт, всего 4 ряда. Второй слой повязки я связала в тунисской технике. Крючок брала 3 мм, пряжа в 100 граммах 200 метров. Повязку можно связать на любой обхват головы. Я связала резинкой 1 на 1 заднюю часть 7 сантиметров и далее продолжу узором. Но вот я довязала готовую вещь и хочу посоветовать все-таки начинать поуже и постепенно вот дойти до 22 петель. У нас узор расположен на 22 петлях. 3 петли подъема. В следующую петлю провяжу пышный столбик, буду вытягивать 5 петель. 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Накид на крючок и в следующую петлю основания столбик с накидом. 3 воздушные петли, вторая, третья. Пропускаем на основании 1, вторая, в третью вяжем столбик без накида. Снова набираем 3 воздушные петли, 2, 3. Пропускаем на основании 2 петли, в третью вяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. Пропускаем на основании 2 петли. В третью провяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. Пропускаем на основании 2 петли, в третью провяжем столбик без накида. И последний раз набираем 3 воздушные петли. И теперь пропускаем 2 петли, в третью вяжем сначала столбик с накидом. В следующую петлю основания вяжем пышный столбик, вытягиваю 5 петель. 1, вторая, третья, 4, 5. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке у меня осталось. Так, секунду. Провяжу их вместе. В следующую петлю основания столбик с накидом. Вот эти пышные столбики по бокам мы их не будем менять, так и будем весь узор вязать. Готов первый ряд узора. Теперь переходим ко второму ряду. Делаем 3 воздушные петли подъема. Поворачиваю вязание. Приступаю ко второму ряду. Пышный столбик в пышный столбик предыдущего ряда вытягиваю 5 петель. 2, 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Теперь 3 воздушные петли. Провязали. Пропускаем одну цепочку, в следующую цепочку прикрепляемся столбиком без накида. 3 воздушные петли. И прикрепляемся в следующую цепочку столбиком без накида. 3 воздушные петли.
Прикрепляемся столбиком без накида в арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. 3 воздушные петли. Теперь столбик с накидом предыдущего ряда. Вот у нас такой получается узорчик. Теперь вяжу пышный столбик в пышный столбик предыдущего ряда. Вытягиваю 5 петель. 2, 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе. 2 петли на крючке вместе. И столбик с накидом предыдущего ряда. У нас готов второй ряд узора. Теперь переходим к третьему ряду. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок и провяжу пышный столбик в пышный столбик предыдущего ряда. Вытягиваю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. И провяжу столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. 3 воздушные петли. Пропускаем одну цепочку. В следующую цепочку провяжем столбик без накида. Провязали. 3 воздушные петли. В следующую цепочку вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Провязали. Теперь столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Вот такой узор получается. То есть сначала 3 арки, 2, сейчас 1. Теперь вяжу пышный столбик в пышный столбик предыдущего ряда. Вытягиваю также 5 петель. 4, 5. Провяжу накида вместе и 2 петли на крючке вместе. И столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Связали 3 ряда узора. И переходим к последнему 4-му ряду. 3 воздушные петли подъема. Пышный столбик в пышный столбик предыдущего ряда. Вытягиваю 5 петель. 3, 4, 5. Провяжу накида вместе, 2 петли на крючке вместе. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Восемь воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 воздушных петель. Теперь прикрепляемся к средней цепочке столбиком без накида. Будем вывязывать объемный элемент. Поворачиваю вязание. И в третью петлю от крючка буду вязать полустолбики. Провяжу 6 полустолбиков. 2, 3, 4, 5, 6. У нас осталось 2 петли, их мы оставляем. Теперь спускаюсь вниз по основанию, ввожу крючок,
и провязываю соединительный столбик. Закрепляю элемент. Один элемент готов, объемный. Таких элементов нам надо будет сделать 5. Снова вяжу 8 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. Снова прикрепляюсь столбиком без накида к средней цепочке, поворачиваю вязание и буду вывязывать полустолбики. Провяжу 6 полустолбиков. Вот не знаю, как посчитать, вторая это или все-таки вторая, наверное, петля от крючка. Первый полустолбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязали 6 полустолбиков. Теперь спускаемся вниз на основание, вводим крючок и провяжем соединительный столбик. Протягиваем нить через петлю. Вот готово уже 2 элемента. Нам осталось связать еще 3. Снова вяжем 8 воздушных петель. 5, 6, 7, 8. Снова столбиком без накида прикрепляемся к центральной цепочке, разворачиваем вязание и вывязываем на цепочке 6 полустолбиков. Первый полустолбик, второй полустолбик, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязали. Спускаемся вниз на основание, вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем соединительный столбик. 3 элемента готово. Осталось связать еще 2 элемента. Снова набираем 8 петель воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прикрепляемся столбиком без накида к центральной цепочке. Поворачиваем вязание и провяжем на цепочке 6 полустолбиков. Первый, второй полустолбик, третий полустолбик, четвертый, пятый и шестой полустолбик. Спускаемся вниз на основание, вводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем соединительный столбик. И последний 5 элемент. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушных петель. Прикрепляемся к центральной цепочке столбиком без накида. Поворачиваем вязание и провяжем в цепочку 6 полустолбиков. Так, первый полустолбик, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой. У нас готово 5 элементов. Сейчас спускаемся вниз на основание и провяжем соединительный столбик. Теперь провяжу 2 воздушные петли, накид на крючок и провяжу столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Вот такой узор получается. Пышный столбик в пышный столбик предыдущего ряда. 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Когда вяжете цепочки, старайтесь не стягивать. Так, теперь повторяем наш узор с первого ряда. То есть я уже провязала 3 воздушные петли подъема. Теперь вяжу пышный столбик, вытягиваю 5 петель. То есть все повторяем с первого ряда. Столбик с накидом предыдущего. И теперь вот покажу первый ряд. Далее можете связать самостоятельно. 3 воздушные петли в арку. Прикрепляемся столбиком без накида. 3 воздушные петли. В следующую арку прикрепляемся столбиком без накида. 3 воздушные петли. В следующую арку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. Так, у нас получилось 3 центральные арки, то, что надо. Теперь 3 воздушные петли. И провяжу столбик с накидом предыдущего ряда. Пышный столбик в пышный столбик предыдущего ряда. Вытягиваю 5 петель. 2, 3, 4, 5. Провяжу накида вместе и 2 петли на крючке вместе. Столбик с накидом предыдущего ряда. Вот у нас готов первый ряд. И так вот будем повторять. Далее 2, 3 и 4. Будем вязать узор до нужной длины. Повторяйте 4 ряда. Я связала узором 36 сантиметров. Вот 36 плюс 7 это у меня уже 41. И еще планирую связать 7 сантиметров резинки. Всего сейчас у меня с резинкой по длине 47,5 сантиметров. Так, теперь перехожу на резинку. Как я уже в начале сказала, что резинку вот сейчас вяжем первый ряд, столбики с накидом. Советую уменьшать. То есть я вязала прямо. Если вас устраивает широкая повязка, вяжите прямо. Если вам надо, чтобы сзади было уже, то тогда вот эту резинку придется сужать, делать убавки. Так, здесь я провязываю в каждую арку по 3 столбика с накидом. В каждую арку вяжу по 3 столбика с накидом.
В следующую арку вяжу 3 столбика с накидом. Так, третья. Так, в следующую арку 3 столбика с накидом. Три. Еще остается арка. 3 столбика с накидом. И здесь, как в самом начале, начинали. Столбик с накидом, столбик с накидом. Столбик с накидом в пышный столбик. И столбик с накидом предыдущего ряда. Вот мы вышли снова на 22 петли. Теперь буду вязать резинку. Резинку буду вязать, чередовать лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. Можно вязать просто столбики с накидом. Я вяжу прямо. Как вариант, кому повязка нужна поуже, можете убавлять, чтобы сзади была поуже она. Как кому удобно. Так вяжу еще 7 сантиметров. То есть, как я вязала в начале. Чередую лицевой и изнаночный рельефные столбики. Так, здесь я задумалась связать второй слой. Второй слой решила вязать тунисским вязанием. На изнаночной стороне наберу петли, 22 петли. То есть буду вкалывать крючок в каждую петлю и подниму 22 петли. И на них буду вывязывать второй слой повязки. На крючке 22 петли закрываю сначала одну, потом по 2 петли в обратном ряду. И так буду вязать все ряды на 22 петлях. Буду поднимать по 22 петли и в обратном ряду закрывать сначала одну, потом по 2 петли. И так планирую провязать всю длину до резинки, всю длину узора, чтобы сделать фон узора. Второй ряд и все последующие вяжем одинаково. Поднимаем петли из каждой провязанной ранее. Всего 22 петли. И потом закрываем. Сначала одну, потом по 2 петли.
я связала на всю длину узора второй слой. Уже даже начала обвязку. Вот с одной стороны уже обвязала край. Вот так с изнанки получается. Обвязываю, зубчатый край делаю. Сейчас покажу, как я делала петлю. Конечно, количество воздушных петель для пуговицы будет зависеть от того, какую пуговицу вы возьмете. Либо, как вариант, можно сшить просто по заднему шву. То есть я вот набирала 10 воздушных петель, теперь поднимаю их на крючок и провяжу один ряд тунисской техники. То есть буду закрывать сначала одну петлю, потом по 2. Закрываю одну, потом по 2 петли, пока не кончатся петли. Провязали. Теперь прикрепляюсь к основанию. Протягиваю петлю. Получилась петля. И начинаю дальше обвязку. То есть вяжу по всему периметру. Вытягиваю петлю, петли 2 оборачиваю вокруг и провязываю их вместе. Вкалываю следующий столбик, получаю 2 петли, оборачиваю их нитью и провязываю эти столбики вместе. И таким образом мы получаем зубчатый край. Я дошла до второго слоя. Вот сейчас покажу. Ну, я думаю, все уже догадались, что просто надо прихватывать 2 слоя. То есть первый и второй. То есть точно так же обвязка. 2 петли, оборачиваю нитью, провязываю вместе. Здесь в каждый столбик провязывала по 2 столбика. То есть обвязываем и тут же прихватываем второй слой. Вот уже первый я обвязала сторону. Вот так повязка будет выглядеть сзади. Вот еще раз говорю, кому как удобнее. Кому удобно узкую, вяжите сначала узкую, а потом расширяйте постепенно до 22 петель. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!